Мы продолжаем уроки приготовления шашлыка с лучшим кебабчи Азербайджана Эльмазом Ахмадовым. Только что мы зарезали барашка, но у нас еще от вчерашнего очень много мяса осталось. Это мясо лежало в холодильнике, оно уже такое хорошее, застывшее. У нас здесь есть еще одна тушка барана, небольшого, но на шашлык самое оно. А сегодня Эльмаз покажет шашлык кусочками, маринованный. Ну вот то, как всем нравится. Впрочем, у Эльмаза всегда найдутся секреты, которые удивляют даже меня. Эльмаз может заниматься мясом, а я пока что займусь тем, что буду очищать эту тушу от волос. Где-то какие-то волосы остались. Их просто так вот можно сжечь огнем. И все. И обтереть потом салфеткой, либо тряпочкой. Вот это мясо еще, ну, можно сказать, живое. Смотрите, вот видите, как стягивается оно. Под воздействием температуры мясо сжимается, особенно соединительные ткани, моментально. Это как раз к слову о том, почему не стоит слишком свежее мясо начинать готовить. Его верхние слои сжимаются, а когда опустите в масло, либо в кипяток, то сжимаются верхние слои еще сильнее и выдавливают соки из внутренних. Вот когда туша повисит, остынет, мясо, точнее вот эти вот соединительные ткани уже не будут так реагировать на высокую температуру. Ну вот и все. Идеальная, чистенькая тушка барашка. Пойдемте посмотрим, что Эльмаз сделает. Вот здесь прям примыкала к тазобедренному суставу часть барана, на которой очень хорошее мясо. Здесь из жира, правда, основательный слой. В Узбекистане обычно такой жир снимали мясники, продавали вместе с курдюком по цене, как за курдюк. Но Эльмаз составляет и курдюк, и мясо. Замаринованное мясо по-азербайджански называется бастырма. Шашлык, который приготовлен кусочками, называется тикя. Да? Бывает люля-кебаб, который имеет форму трубочки, потому что внутри у него был шампур. Бывает тикя-кебаб, бывает кабырга, то есть с ребрышком кебаб. Но у моего друга Эльмаза каждый раз что-то уникальное, что-то свое. Подойдите, посмотрите поближе, как уникально работает этот человек. Конечно, мне бы никогда не пришло в голову мариновать мясо прямо вместе с косточками. Вот такие, как эти кусочки. Я знаю, что мясо здесь очень вкусное на самом деле. Это мясо отлично подходит для шурпы. Это мясо отлично подходит для думлямы. В плов можно положить такое мясо. Очень вкусно будет. Но я из такого мяса, из этой части туши, шашлык не готовил никогда. Вот я думаю, такие ребрышки довольно длинные. Как с ними обойдется Эльмаз? Как он с ними поступит? Bu kaburga çok uzundur. Bundan ne eylersin? Сейчас покажу. Вот так. Вот так? Он тоже открывает. Понятно, да? Надломил ребрышко и насадит на шампур в виде одного куска. Шашлык кусочками с костями внутри? Нет, я еще такого не видел. Еще здесь лопатка есть с косточкой внутри. Интересно посмотреть, что он здесь делает. Смотрите, не переключайтесь. Настолько полезную программу я сам в одиночку снять не смогу. Такие уникальные вещи, если уж говорить о шашлыке, может показать только Эльмаз. Такой вкусный. Вот такой соус есть, вот такой. Видите, говорит, вот такой вот он. Видите, здесь кусочек отдельно, здесь кусочек. Я бы его порезал, косточку бы там, не знаю, куда-то бульон кинул. Он говорит, вот это будет вкусно. Удивительно. Смотрим внимательно на лопатку. Мягкий хрящик обрезал. Какие-то болтающиеся по краям пленочки обрезал. Говорит, на люля-кебаб пойдет. И рубит лопатку вдоль. Косточка остается внутри. Сустав от лопатки отрубил. И еще раз рубит вот эту лопаточную кость вместе с мясом вдоль. Я должен показать эти кусочки. Ну вот они сейчас выглядят
примерно так, как и выглядят, скажем, ребрышки бараньи, да? То есть внутри косточка, снаружи мясо. И здесь хорошее мясо. Это на самом деле хорошее мясо. Но просто когда его снимешь с кости, там уже жарить в шашлыке особо нечего. А вот так, в таком виде, я согласен. Взял кусок мяса. Кусок мяса, с этой стороны жир. Почти что курдючный жир. Здесь сделал надрезы. Раз, два, три. Что это будет? Я не знаю. Я в первый раз снимаю кулинарную программу, где я не знаю, что будет dальше. Ya другой izdiler. Ben hırda doğrayacağım bile şu anda. Öyle pastırmanın içerisinde yok olacak ki de bile de tatlı olur, kusma olur. Понимаете, что он говорит? Тоже как какие-то невероятные. Я не верю. Я не верю. Так не делают. Он говорит, я лук порежу, замариную мясо с луком, и этот лук убирать не буду. Прямо вместе с ним пожарю. Вкуснее будет. Ну как? Ну лук же пригорит. Ну лук должен пригореть. Не будет вкуснее. Но когда я нахожусь рядом с Эльмазом, говорить о каких-то законах кулинарии, говорить о каких-то законах физики, которые влияют на приготовление пищи, бессмысленно, бесполезно. У него свои законы. Он живет в какой-то другой вселенной. У меня такое ощущение иногда, что он инопланетянин, клянусь. Люди так не должны готовить. Этот нож у меня лет, не знаю сколько лежит, в Германии покупал. Хороший нож немецкий. Не буду фирму называть, потому что они нам за рекламу не заплатили. Я решил этот нож подарить. Спасибо большое. И вот такой нож. Эльмаз с ним вчера что только не делал. На самом деле этот нож предназначен для того, чтобы снимать с костей что-то. Когда хотите мясо отделить от косточки, вот такие мягкие ножи очень хороши. Или рыбу. Вот точно можно только мясо отрезать. Потом в следующий раз покажешь мне, как ты будешь работать с этим ножом. Это вот нож российский. Супер нож. Там Россия, надо российский ножом сделать. Конечно, эти, как называют, найфоманы, которые фанатики насчет ножей, да? Они скажут, что он неправильно использует. Этим ножом так не работает, это не шинковочный нож. Ему все равно, с каким ножом работать. Дай вот такой маленький деревянный, тупой там, такой, который вот в бане пятки только скрести. Он с этим ножом приготовит тебе и будет супер, очень вкусно. Вообще Эльмазу, кроме мангала, ничего не надо. У него вся кухня вокруг мангала построена. Но сегодня один из видов шашлыка, с которым я уже знаком, Эльмаз приготовит вот в этой печи. Самая недорогая среди моих 10 книг – книга, которая называется «Мангал». Но я думаю, что эта недорогая книга может оказаться самой полезной для очень многих любителей приготовления шашлыка и для тех, кто хочет научиться готовить вообще. Здесь рассказано только про шашлык, потому что я люблю шашлык с детства. И я уверен, что с этой книгой и вы полюбите шашлык, точно так же, как люблю его я. И вы научитесь готовить шашлык точно так же, как готовлю его я. Потому что эта книга очень подробная. Здесь рассказано, где покупать уголь, каким должен быть уголь, что надо делать, чего нельзя делать у мангала, каким способом можно готовить тот либо иной шашлык. И здесь рассказано об инструментах, которые необходимы для приготовления шашлыка. Здесь рассказано о многочисленных экспериментах, экспериментах с маринадами. Здесь рассказано об экспериментах, когда солить мясо, до того или после того. И здесь рассказано о том, как получить мясо в его наилучшем виде. Например, вот такой шашлык. Отлично зажаренный снаружи, розовый и сочный внутри. Именно это идеал шашлыка. Здесь есть шашлык из картошки, шашлык из рыбы, шашлык из бараньих язычков, шашлык из говядины, из телятины, из баранины, разумеется, из чего угодно, из курятины. Вот такие шашлычки, которые подобны колбаске. Но это не просто мясо, а внутри них
начинены овощи. И очень вкусно получается. Вот шашлык, который имеет вкус долмы. Вы знаете, да, в виноградных листьях. Вот шашлык в виноградных листьях. Долма-кебаб, так я его и назвал. Но есть и базовые вещи, как, например, вот люля-кебаб. Знаете, это вообще самый вкусный шашлык, который только может существовать в мире. Здесь подробно рассказано о мангалах. Здесь подробно рассказано о том, как разводить уголь и когда, в каких случаях, какой уголь нужен под шашлыком. Поверьте, вот от всех этих мелочей и зависит в итоге вкус шашлыка. И вот эта книга вполне может изменить вашу жизнь. Эта книга продается исключительно в магазине stalik.ru. Ни в каких других интернет-магазинах, ни в каких маркетплейсах больше эта книга не продается. Зато вы ее получите как следует правильно упакованной. При желании на этой книге будет автограф. И если вы захотите купить несколько книг, то одну из книг магазин запросто может подарить и бесплатно. Обращайтесь на мой сайт. Там все подробно расписано, подробно объяснено. Что-то непонятно? Звоните, вам помогут. Мы с ним договорились. Чабрец. Всем хорошо знакомая приправа. Многие полюбили заваривать черный чай на азербайджанский манер вместе с чабрецом. По-азербайджански эта травка называется кекликату. Как он будет ее использовать, я не знаю пока что. Я обычно для мариновки мяса вот этот чабрец не использую. Göster. Bunu əzəcəm ki, acı dadımasın. Əlimdə milki yazdıyla, takastan isə, горки станет. То есть растереть между ладонями. Знакомый прием, чтобы превратить эту сухую траву буквально в пудру. Очень много чабреца. Уже 3 ладошки. 3 ладошки берет. 4-ю берет. Еще чуть-чуть добавляет. Масло жирное, у кого есть давление, это полезно. Ниже сделает. Вы поняли, да? Говорит, мясо жирное. Если у кого артериальное давление повышенное, чабреца побольше сыпьте. Такого я еще не слышал. Не знаю, работает это или не работает. На самом деле, у кого есть давление, должен идти к доктору и лечиться от давления, принимать таблетки. Да? Чабрецом, конечно, можно попытаться полечиться, но после того, как выпил таблетку. Не знаю для чего, теперь он вот из удобной гастроемкости решил все мясо выложить на стол. Ну, стол чистый, можно выложить и на стол мясо, проблемы нет. Ну, тут заодно и сортировка происходит, видите, да? По одному ведомому только Эльмазу принципу он сортирует мясо. Ну, по крайней мере, мясо должно улечься в один слой. Ну, понятно, так оно приятнее будет его солить, приятнее перчить. Перец будешь использовать? Черный перец? Да. У меня очень хороший черный перец. Это bastırma, onu elə eləyirik ki biz yumuşaq olmaqdan ötəri yox, əsas dadından ötəri eləyirik. Yəni ət. Эльмаз объясняет, что маринует мясо не столько ради размягчения, потому что это мясо и так мягкое. Оно, во-первых, это барашек молодой, да еще повисел уже в холодильнике, и так он очень мягкое мясо стало. Он это делает для улучшения вкуса. Он по-азербайджански говорит, чтобы вкус слаще стал. То есть соль, перец и чабрец добавляется для того, чтобы слаще стал. Ну, так мы выражаем слово «вкуснее». А соль когда? Вот я бы соль сначала поставил, чтобы соль к мясу проникла. Он сначала бросает лук и вот... Я немножко добавил сюда соль. А сюда соль добавил? А я не видел. Вчера, когда Эльмаз готовил люля-кебаб, это произошло за кадром. Он сначала сделал маленькую такую котлетку, посадил на шампур и жарит. Я говорю, зачем? Давай попробуем сначала, соль правильно добавлена или нет. Одному дает, разловил кусочек, ты попробуй, и ты попробуй. Одному говорит, как? Он говорит, много соли. А другому дает, как? Он говорит, мало соли. Я говорю, значит, нормально. На самом деле, приготовить что шашлык, что любое другое блюдо таким образом, чтобы никто не просил ни соль, ни перец. Да, вот человек кушает, и он не говорит, а где соломка? Человек кушает, и он не говорит, а где зубочистка? Вот это высшее мастерство.
Массаж. Ha, Массаж. На базаре один узбек поставил коробку с помидорами и надпись написал: пожалуйста, не массажируйте. Знаете что? Ну, это уже очень вкусно выглядит. Вот уже очень вкусно. Теперь к вам вопрос. Вы вот, например, если будете так мариновать мясо, если вы маринуете заранее, там, собираетесь оставить мясо, ну, скажем, на 10 часов, на 12 часов, хорошо, можно оставить даже на 2-3 дня можно оставить. Тогда, разумеется, мясо надо положить в холодильник. Но если вы собираетесь готовить из этого мяса вот уже скоро, уже сейчас, да, ну, там, чтобы оно только успело просолиться, и на мангал, тогда не надо его остужать. Наоборот, пускай теплое будет. За 3, за 4, даже за 5 часов мясо вот уже с солью, с перцем там и так далее, ничего с ним не будет, оно не испортится. Мясо портится в других случаях, когда слишком влажно, да, и оно вот лежит на влажной поверхности, и там нет соли, и ну, достаточно тепло. А здесь в этом случае, я не знаю, ничего с ним не случится. Конечно, при таком способе маринования следует уделить большое внимание, чтобы у вас были чистые руки. Стол чистый, да, нож чистый, да, доски чистые. При идеальной чистоте. Да? Если у вас руки грязные, и вы туда нанесли микробов вот на это мясо, конечно, тогда оно испортится. Но если все чистое, свежий воздух, сейчас относительно прохладно. Сейчас температура плюс 17 градусов. Пусть здесь постоит. Но Эльмаз просит, чтобы мы закрыли мясо пищевой пленкой. Среди моих книг есть одна книга, которая посвящена строго одной теме. Называется эта книга, теперь она называется «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия». В первом издании эта книга называлась иначе. Она называлась «Казан, баран и Дастархан». Дело в том, что несколько лет назад мы серьезно переработали эту книгу. Я внимательно отслеживал, что готовят люди по моим книгам, и я понял, что некоторые блюда так и не стали популярными среди людей. И вот эти-то блюда я убрал и заменил популярными. А так книга осталась по-прежнему очень цельной. Она подробно рассказывает о видах баранины, о том, как разделить баранину, как, из каких частей мяса что готовить, подробно о том, как следует разделывать баранину. Вот посмотрите, видите, какие подробнейшие фотографии. И, например, вот голяшка, на что эта часть годится. Годится ли она для жарки, для варки, для тушения? Почти что не годится для фарша второго сорта. И так по каждой части мясной туши. Ну а дальше рассказано, чем эту баранину разделать. Очень часто меня просят рассказать о моих ножах, о разделочных досках. Вот здесь обо всем рассказано как раз очень подробно. А дальше начинается, собственно говоря, кулинарная часть. Как готовить мясо, как его измельчить, как его зажарить, потушить, сварить. Как приготовить это мясо на садже, как приготовить из него шашлык. Кстати говоря, именно в этой книге рассказано об удивительном шашлычнике. Мы называем его шашлычник номер 1 из Азербайджана, Эльмаз Ахмадов, и об его искусстве. Вот, посмотрите, это вам еще предстоит увидеть на видео. А те, кто имели эту книгу еще в 2010 году, знали с тех пор. Одним словом, книга очень интересная, книга очень полезная и существенно обновленная. Вы можете заказать эту книгу с автографом, можете заказать ее с доставкой, можете купить одновременно несколько книг и в результате получить одну из книг бесплатно. Обращайтесь на сайт stalik.ru. Вам помогут сделать правильный выбор, вам помогут правильно оплатить заказ и вовремя получить хорошо упакованную книгу. Книга дойдет в целости и сохранности. Здесь очень много рецептов из узбекской кухни, азербайджанской кухни, из турецкой кухни, из кухонь других народов, где часто употребляют баранину. Я уверен, что вы останетесь очень довольны этой книгой. Так. Неджалдо, как получилось? Вкус, ароматы.
хорошо. О, а у меня, посмотрите, как получилось. У меня тоже есть кое-что очень вкусное. Машаллах, сам, да. Вот. Печеночка, джигар. Он будет готовить тикя кебаб по-азербайджански, а я буду готовить джигар по-ташкентски. Честное слово, как в Ташкенте джигар готовят, не знаю, где-нибудь еще так вкусно готовят или нет. Я же больше нигде не был. Там у себя в Кишлаке, в Ташкенте и в Москве. Давайте, надевайте мясо. Хотелось бы, чтобы у нас все более-менее одновременно получилось с Эльмазом, но мне вот сейчас заняться нечем, понимаете? Уголь готов, печень нанизана на шампуры. И я хочу обратить ваше внимание, что с этой печени обязательно мы снимаем пленочку. Мы сняли пленку, удалили все прожилки и через каждый кусочек печени по одному кусочку курдюка, иначе вкусно не будет. Не солили и не перчили. Вы все увидите потом. Но у меня все равно есть запас времени, который хочу потратить недаром. Вот небольшая сковородочка. Я поставлю ее на уголь, пускай нагревается. Да не пустая, пускай нагревается. Пусть в ней нагреется немножко масла. Что жир бараний, что говяжий, любой другой жир и масло воспламеняются при одной и той же температуре. Примерно при температуре 350-400 градусов. Если я сейчас поставлю этот шампур над углями, жир нагревается, и разогретый жир капает в уголь, и от этого вспыхивает пламя. Да? От разогретого жира. Поэтому мы сейчас сначала подогреем это масло, а потом проверим один миф, который гуляет по интернету только так. Каждый раз, когда я берусь готовить шашлык и объясняю, что необходимо сделать для того, чтобы мясо не вспыхнуло, мне говорят, надо солью посыпать уголь. Я знаю химию. Я знаю физику. И понимаю, что можно сыпать соль, а можно сыпать вообще песок. Да, вот песком тушат пожар. Но дело в том, что те люди, которым я пытаюсь это объяснить, физику и химию не знают. И поэтому сегодня мы просто наглядно проверим, вспыхивает масло, если уголь посолить, или не вспыхивает. Я принесу соль. Не будем сыпать заранее, а то вдруг кто-нибудь скажет, да, конечно, соль уже состарилась, надо свежую соль насыпать, и вот тогда-то все и получится. Да? Вот у меня в руках есть прибор, который называется пирометр. Нажимаешь его, и он показывает температуру. Он показывает какую-то температуру. Вот температура здесь вот этого металла сейчас разогретого 250 градусов. Вот показывает температуру сковородки 317 градусов. Но температура масла пока что пониже, 235 градусов. Ну да, от масла должен пойти дымок, точно так же, как идет дымок от готовящегося шашлыка. Разогретым маслом будем капать на уголь, который посыпем солью. Пока я хотел бы обратить ваше внимание, что Эльмаз, как и обещал, не снимает лук и чабрец с мяса. И я предвижу комментарии. Сейчас, наверное, люди, которые смотрят, прямо в сию секунду пишут о том, что все сгорит. Лук сгорит, будет черный, будет горькое. С луком вообще очень горько и невкусно. Ну, давайте проверим, вспыхнет ли сейчас разогретое масло. Беру несколько капель. То ли у нас уголь слишком хороший. Вот он вспыхнул. Ну, давайте дождемся, пока прогорел. Давайте для чистоты эксперимента соль насыпем в другое место. Не там, где уже горело. Осторожно, Сталик. Ну вот видели, да? Поливаем маслом разогретым, либо жиром, и вспыхивает. Сколько соли надо насыпать? Столько хватит, чтобы не горело. О, смотрите, как трещит. Абдулла, ну вы по профессии и образованию, ну-ка скажите нам. Я гидрогеохимик. Гидрогеохимик, ужас какой. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит с солью, которую мы насыпали на горячий уголь? Уголь имеет температуру 750-800 градусов. Распадается на натрий хлор. Хлор горючее вещество? Да, да. А натрий?
На 3, это, конечно. Вот сейчас подождем еще чуть-чуть. Думаю, 100%, что если температура, стали говорят, достигнет 380 градусов. Температура уже... воспламенения масла. Что с солью, что без соли, загорается одинаково. Не занимайтесь ерундой, ребята. Видели, да? Своими глазами видели. Вот вам кандидат химических наук Абдулла Салхи. Учился во Франции, учился в России, защитил кандидатскую диссертацию. Он вам говорит о том, что натрий хлор распался на составные части, натрий и хлор, и прекрасно горит жир, как только попадает на разогретое пространство. Мы можем просто взять и нагреть соль, можем взять и нагреть песок до температуры, скажем, 700 градусов, 800 градусов, налить на него масло, масло вспыхнет. Давайте лучше шашлык жарить. Что мой джигар, в смысле не мой джигар, бараний джигар, печеночка баранья, насажена с жиром. И там у нашего дорогого Эльмаза очень-очень много жирных кусков мяса. Поэтому я бы растянул уголь пошире. Эльмаз вчера убедился, что наши мангалы жарят, дай бог как, ввиду того, что они термосы. Это тоже элементарная физика. Мне все говорят, нужно сделать железный ящик с дырками, чтобы тяга была. И у них там получается не мангал, а мусоросжигательное устройство. Еще и топят же, они говорят, я не буду покупать уголь, я куплю дрова, вернее возьму дрова и сделаю свой уголь, он будет лучше. Объяснить я не в состоянии, я сдаюсь, ребят, я сдаюсь. Вот здесь у меня красный перец, острый и не острый, смешанные. Они смешаны между собой. Вот здесь есть соль, здесь есть чуть-чуть черного перца, я добавлю еще чуть-чуть соли, потому что у меня половина соли все равно просыпется туда в мангал. И это смесь острого и неострого перца, который я сейчас перемешиваю. И вот этой красивой, прекрасной смесью я буду посыпать уже почти что готовый шашлык. Так делают в Ташкенте. И получается реально очень вкусно. Но секрет, если вы думаете, что секрет ташкентского шашлыка из печени состоит только в том, что они смешивают в идеальных пропорциях соль и перец, вы видите, что даже не взвешивают. Мне абсолютно все равно эти пропорции. Гораздо более важно правильно пожарить мясо, правильно пожарить печень. Эльмаз сейчас начнет мясо жарить, и вы посмотрите, подойдите, покажите, как он уголь сделал. Посмотрите. Немножко угля оставил, немножко угля. Жирная, поэтому... А основной уголь, горящий уголь, туда в один конец мангала стянул. Хальмас, энди башлады. Başladık. Начали. Ya Allah. Но у меня быстрее будет готово. Печень готовится очень быстро. Ну ничего страшного. Печень готовится очень быстро. Мы можем с печени-то и начать. Куски печенки, кстати говоря, довольно крупненькие такие, да? И необходимо время, чтобы они спокойно, очень так равномерно прогрелись. Вот, закапал жир вниз. Все прекрасно. Пора переворачивать печень. Эльмаз, вазят джады. У Эльмаза голос очень тихий. Он говорит, он отвечает, я не слышу. Он не привык громко разговаривать. Он привык хорошо кормить людей, громко разговаривать не привык. Он не командир. Его можно было бы назвать солдатом азербайджанской кухни. Аскар азербайджанской кухни. Но на самом деле этот человек уже, можно сказать, ахсакал. Уже ахсакал, почти что ахсакал. Без 5 минут ахсакал. Он генерал азербайджанской кухни. Поддадим газку. О, хорошо жарится, пускай жарится дальше. Так, что здесь на мангале у моих друзей? На тихом огне, Да. до тех пор, пока Потом поменял. не покраснеет, да?
так и сделать. Несмотря на то, что угля мы кладем немного, коэффициент полезного действия нашего мангала очень высок. Все тепло на самом деле идет ровно туда, куда надо. На готовящееся там мясо, печенку, что еще. Да? Поэтому поворачивать надо довольно-таки часто. Очень важно не пересушить, не пережарить. Если даже слишком хорошо жарятся, их сюда поставим. Здесь, оказывается, пожарче. Ничего, поменяем местечками. Ага. И теперь осталось только взять и посыпать. Посыпать солью, красным перчиком, уже почти что готовый кебаб. Дольше его жарить — это преступление. Переворачиваем на другую сторону. Вместе с красным перцем долго его жарить не надо, потому что красный перец потеряет свой цвет, потеряет свой запах, правильный запах. Вот посыпали, и все. И снимай. И джигар кебаб по-ташкентски готов. Отличненько. Посыпьте его свежим лучком тоненьким. Можно сбрызнуть настоянным на приправах уксусом и пробовать, не обляпаться. Это очень вкусно. Когда мы молодые были, ну вот не такие палочки, а как половина этой, по 10 штук, по 15 штук ели. Один раз на соревновании по 30 штук съели. Не спортивное соревнование, соревнование, кто больше сожрет. Хазырды, готово. Мясо очень готово. Вот какое мясо, розовое. Когда я готовлю, мне все говорят: ой, сырое, сырое. Вот самый лучший мастер Азербайджана приготовил. Посмотрите, какое мясо. Вот оно, сочное мясо. Вот оно, розовенькое. Вы видели, где была кровь, да? Когда мы сегодня зарезали барана, вон там кровь осталась. Здесь нет крови, не может быть крови. Даже ту кровь, про которую никто не знает, он взял, в нужном месте отрезал и выпустил. Даже не знаю, мне профессию поменять, что ли. Ну не может быть, чтобы этот человек настолько вкуснее меня готовил шашлык. Очень вкусно. Хочу теперь его удивить. Беразгетов. Абдулла. Очень хорошо. Очень вкусно. Вот. Очень даже вкусно. Вообще супер сочный. Эльмаз. Да. Альмаз. Да, я Если я старый стану, у меня все зубы выпадут, ты мне такой шашлык будешь готовить? Но я всегда готов. Какой мужик хороший, можно. Если всю жизнь такой шашлык готовить, зубы целые останутся. Вот в чем дело, вот в чем секрет. В общем, Эльмаз — враг всех стоматологов. Вот так, дорогие друзья, выглядит хорошо подготовленный уголь. На этом угле еще жарить и жарить и жарить шашлык можно. Еще 15 килограмм можно было бы пожарить мясо. Просто мы столько скушать не сможем. Но вообще настроение у нас отличное, потому что сегодня мы приготовили супер кебаб, отличный шашлык из маринованной баранины. Обычно я такую баранину вообще не мариную, соль, перец и все. А здесь маринад был, и это очень вкусно. У нас здесь шашлык джигар, шашлык из печени с курдючком, приготовленный по-ташкентски. Никаких секретов, только золотые руки, знания, уголь, соль, красный перец. Ну а в отношении этого шашлыка и вот этой прекрасной погоды, и вот этого хорошего настроения я должен благодарить Господа Бога, Аллаха и моих друзей. Эльмаз Ахмадов, лучший кебабчи Азербайджана, и Абдулла Салхи, мой многолетний помощник, моя правая рука. Это часть моего сердца, не просто рука, а часть моего сердца. Человек, который молится за меня, поэтому он мне очень дорогой. Знаете, да? Все мои грехи он замаливает. А вам, дорогие друзья, мы желаем, от всей души желаем, дай Бог, чтобы у всех хороших людей
в мае, в июне, в июле, в августе. И каждый месяц этого и всех следующих лет был вот такой шашлык. И вот такое хорошее настроение, чтобы вы улыбались так же красиво, как мы. Давайте улыбнемся. Туда смотри наверх и улыбайся.